Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні пропоную вам рецепт смачного салату, який дуже нагадує олів'є, але готується він без м'ясних продуктів, а зі смаженими грибами. Перед вами все те продукты, которые понадобятся, а точное их количество, как всегда, укажу в рецепте. Найдете его под видео в описании. По своему составу этот салат напоминает оливье, но вместо мяса или колбасы добавляются обжаренные грибы. Понадобится еще небольшой кусочек сыра для украшения для сырной шапочки. Это не по желанию, а составляющая рецепта, он обязательно должен быть. Эта порция рассчитана на баночку горошка. Да, и огурцы должны быть не маринованные, а соленые, квашеные. Еще понадобится сливочное масло и немного растительного для обжаривания грибов. И, конечно же, майонез. В первую очередь обжариваю грибы. Высыпаю на сухую разогретую сковородку. Сейчас они выделят сок. Обжариваю до тех пор, пока он полностью выпарится. Не думайте, что грибов много, они сейчас вжарятся и станет их намного меньше. И не нарезайте их мелким кубиком, чуть меньше среднего. Сока выделяется много, и чтобы не ждать, пока он весь полностью выпарится, можно немного слить. А тот, который остался, полностью выжарится. И когда донышко сковородки уже сухое, добавляю сливочное масло. С ним грибы получаются намного вкуснее. И с маслом их перемешивать часто не надо, так они быстрее обжарятся и слегка подрумянятся. Очень ароматные. Вот теперь добавляю немного растительного масла, может быть 2 столовые ложки. Высыпаю сюда цибульку, я ее нарезала мелко. И хорошо перемешиваю. Немного подсаливаю. По желанию молотый черный перец. Досолить салат надо будет уже в готовом виде. Сильно не зажаривайте, иначе цибуля своим вкусом перебьет вкус салата. Ну вот так вот и достаточно. Видно, что уже все прожарилось. Выключаю огонь. На горячей сковородке оно еще немного дойдет. Оставляю до полного остывания, а сама подготовлю остальные продукты. Все продукты я уже подготовила и в первую очередь нарезала огурцы. Отбросила их на сито, чтобы стекал лишний сок. В салате он не нужен. Сюда же высыпаю морковку, картошку, яйца. Яйца варите не более 8 минут после закипания. Засекайте время и не переваривайте, тогда желтки не будут темнеть сверху. Получатся желтые, яркие. Это особенно важно, если желтками вы украшаете салат. Зеленый горошек, тоже отбрасывала его на сито. Несколько штук оставьте в маринаде, если хотите салат украсить сверху сыра. Теперь грибы, они у меня остывали еще на блюде, чтобы не были даже теплыми. И все это хорошо перемешиваю. Перемешиваю и пробую на соль, учитывая то, что добавлю еще майонез, а он тоже немножко соленый. Это домашний на желтках. В прошлом видео было его приготовление. В холодильнике он еще застывает. Видите, становится плотнее. В салате он не течет. Поэтому посмотрите, приготовление простое, легкое, а майонез получается вкусный. Его количество по вашему вкусу и смотря, как вы будете подавать салат. Если в салатнице, то можно добавить и побольше, если хотите. Если в кольце подавать в виде торта, то лучше майонеза не переборщить, чтобы он хорошо держал свою форму. Вот с майонезом его тоже можно попробовать и добавить то, чего не хватает, по вашему вкусу. Я предлагаю оформить в кольце. Только оформлять его надо уже перед подачей на стол, хотя бы за час или 2, чтобы сверху не подсох сыр и не повяли листья салата, украшения. Разрезала их вдоль, выложила веночком. Сверху ставлю кольцо, вот бортиком вверх, чтобы вот здесь вот оно было гладкое, тогда легче снимется с салата. Хорошо его уплотняю, выравниваю. Кольцо взяла из разъемной формы диаметром 24 сантиметра. Пока отставляю в сторону. Также его можно подать порционно. Здесь я уже листик не разрезала салата. Если у вас нет таких колец для порционного салата, можете взять ровную пластиковую бутылку, разрезать желаемой высоты и тоже в ней собирать салат. Так, форма полная. Выровняла.
Если вы не против укропа, то посыпайте сверху. Он придаст салату свежести, аромата. И в последнюю очередь натираю сыр на мелкой терке. Его количество тоже по вашему вкусу, салат он не испортит. Тем более, что это обязательно его компонент. Сыр берите вкусный, не сырный продукт, а именно сыр. Ну вот и все, салат полностью готов. Сыр я уплотнять не буду, пусть шапочка будет такой воздушной. И теперь аккуратненько, аккуратненько снимаю кольцо, по чуть-чуть его прокручиваю. Чтобы хорошо снялось кольцо, надо хорошо уплотнить салат. И вот такая получается красота. Ну вот теперь уже точно можно его подавать к столу. Листья салата свежие, сыр не подсох, горошек тоже только-только из маринада. Поэтому украшайте его перед подачей. Салат получается вкусный, но если шампиньоны заменить лесными грибами, он будет еще вкуснее и ароматнее. Только предварительно их отварите, а потом порежьте и обжарьте. Готуйте с удовольствием і приятного вам апетита. Ну, якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а постійним спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви цінуєте мій труд. І, як завжди, бажаю вам всього найкращого.